Привет, ребята! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня по вашим просьбам я буду лепить новых героев из игры Brawl Stars. Видео с лепкой всех этих персонажей находится в одном плейлисте, ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. Друзья, спасибо за поддержку, за ваши лайки и комментарии. Кстати, если вы хотите еще лепку персонажей из этой игры, то пишите, кого слепить. Первым сегодня я слеплю фигурку Робо Майка. Внутреннюю часть туловища сделаю из скульптурного пластилина. Далее нижнюю часть облеплю пластилином темно-коричневого цвета. Средняя и верхняя часть туловища будет из пластилина светло-коричневого цвета. Для лепки головы я смешал белый и немного коричневого. Получился вот такой темно-бежевый цвет. Далее из пластилина светло-серого цвета слеплю бороду Робо Майка. Для того, чтобы получить светло-серый пластилин, нужно смешать белый с серым, либо белый и немного черного. Борода Робо Майка состоит из трех частей, сначала слеплю центральную часть. Скатываю два длинных конуса и прилеплю по бокам. Лишнее отрезаю при помощи скальпеля. Хотя с виду борода у Робо Майка достаточно простой формы, но с первого раза у меня сделать ее не получилось. В общем, лучше подрезать по чуть-чуть, чтобы не отрезать лишнего. После лепки бороды я решил приступить к лепке ног. Лепку фигурки из пластилина лучше всегда начинать с нижней ее части, так как за нее проще держаться, и если вы сразу слепите лицо, то скорее всего в процессе лепки вы его испортите, случайно задев пальцами. Для того, чтобы фигурку в дальнейшем можно было поставить, внутрь ног я вставлю алюминиевую проволоку. Проволоку нужно обязательно брать с запасом, чтобы потом ее можно было загнуть. Для лепки ног я использую светло-серый пластилин и темно-коричневый. Устанавливаем фигурку на подставку и снизу, как я уже говорил, проволоку загибаем. Таким образом фигурка будет устойчивой. Снизу прилеплю кружок из картона, чтобы подставка не прилипала к столу. Теперь можно долепить ноги. Когда нижняя часть фигурки готова, можно приступать к лепке верхней части. Будем лепить нашему Робо Майку руки. Руки у Робо Майка достаточно массивные, поэтому без каркаса здесь тоже не обойдешься. Кисти рук у Робо Майка будут из пластилина красного цвета. В игре он ими стреляет. Руки готовы, приступим к лепке лица и головы Робо Майка. Для рта обязательно делаем небольшое углубление и заполняем его пластилином белого цвета.
Далее нужно аккуратно прочертить зубы. И борода также разделяется по центру на две части. Для лепки глаз я сделал два вот таких конуса из темно-бежевого пластилина, затем в основании делаю углубление, которое заполняю пластилином желтого цвета. И по контуру дополнительно я решил еще сделать обводку из темно-серого пластилина. Конус с одной стороны немного подрезаю, чтобы глаза лучше сели на свои места. Кстати, чуть не забыл сделать нос. Робомайком управляет цыпленок, который сидит у него на голове. Из темно-серого пластилина делаю площадку. Ну а теперь сделаем самого цыпленка. Из пластилина черного цвета скатываю тонкую длинную колбаску, из нее делаю два маленьких рычажка, за которые будет держаться цыпленок и управлять роботом. Далее делаю ему глаза и шапочку. За спиной робомайка находится что-то типа ракеты или пушки. Для внутренней ее части буду использовать алюминиевую фольгу. На задней стороне этого орудия сделаем значок робомайка из желтого пластилина. Пушка получилась достаточно легкой, так как ее внутренняя часть из фольги. Для крепления на спину робота достаточно двух небольших отрезков алюминиевой проволоки. Ну а теперь из серого пластилина удобно будет слепить сами держатели. Внутрь я также вставил отрезки алюминиевой проволоки. Ребята, вот такой у меня получился робомайк. Надеюсь, вам понравилось, как я слепил эту фигурку. Если понравилось, обязательно поставьте лайк, поддержите наш канал. Далее вы увидите лепку следующей фигурки, это будет Тик. На его лепку я также получил от вас очень много запросов. Для лепки основных деталей Тика я буду использовать скульптурный пластилин серого цвета. Тик – обычный боец, который открывается как награда за достижение 4000 трофеев. У него невероятно малый запас здоровья, но колоссальный урон. Тик бросает кассетную мину, которая разделяется до приземления. Мины взрываются через несколько секунд или при столкновении с целью. Также Тик может снимать и бросать собственную голову. Приземлившись, голова ищет ближайшую цель и взрывается при контакте. В ноги этой фигурки я также вставил алюминиевую проволоку для того, чтобы потом можно было ее установить на подставку. Сбоку на ногах делаю небольшие круглые углубления, которые потом заполняю пластилином белого цвета. Из черного пластилина делаю маленькие крестики.
Для крепления рук также буду использовать алюминиевую проволоку. Проволоку сгибаю и лишнюю часть отрезаю. Руки у Тика — это две пушки, их я буду лепить также из серого скульптурного пластилина. На шее Тик носит темно-розовую бандану или повязку. Сзади у Тика есть небольшой хвостик. На самом деле, так как Тик представляет из себя пушку, это является его запалом. На плечах Тика тоже есть что-то вроде повязок или рукавов. Они желтого цвета. Теперь приступим к лепке головы. Так как углубление в туловище Тика я не делал, поэтому срежу часть головы. Сразу сделаю углубление под глаза и рот. Также у Тика есть небольшой крестик на лбу. Заполняю углубление для рта и глаз белым пластилином. При помощи черного пластилина делаю зрачки. На голове у Тика есть непонятная желтая штука, похожая на ключик для завода. Но я точно не знаю, что это такое, так что, ребята, если вы знаете, то напишите в комментариях. Голова готова, соединяем ее с туловищем. Итак, друзья, вот такой бравлер Тик у меня получился. Если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк и поддержать наш канал. Также, если вы еще не подписаны и не хотите пропустить следующие видео, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик в положении «Все». Привет от меня сегодня получают Артем Андрей, Мистер Кенди и Лера Егор. Ребята, передаю вам огромный привет.